Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим лепешки на сковороде с начинкой. Они красивого оранжевого цвета и очень вкусные. Готовятся просто и из доступных продуктов. Начинку можно поменять на свой вкус. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто для лепешек. В кастрюлю наливаем 200 мл воды, 200 мл томатного сока. Насыпаем примерно пол чайной ложки соли и добавляем 4 столовых ложки растительного масла. Все ставим на огонь. Когда смесь закипит, снимаем ее с огня и сразу же насыпаем 400 грамм муки. Все быстро перемешиваем ложкой, чтобы заварилась мука. Тесто перекладываем в миску, чтобы было удобно вымешивать. Еще немного перемешиваем тесто ложкой, а когда оно остынет до более комфортной температуры, вымешиваем тесто руками. Также у меня на канале есть и другие рецепты лепешек. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Готовое тесто накрываем крышкой и займемся приготовлением начинки. Полкилограмма отварного филе индейки нарезаем брусочками. Вместо филе индейки можно использовать другое мясо, ветчину или колбасу. 400 грамм сыра трем на крупной терке. Мелко нарезаем пучок зеленого лука. Из готового теста формируем длинную колбаску. Разрезаем ее на 16 примерно одинаковых частей. Из каждой части скатываем шарик. Все шарики перекладываем в миску и накрываем крышкой, чтобы они не заветривались. Берем один шарик и раскатываем его в тонкий круг. Тесто катается очень легко, оно податливое, мягкое и приятное на ощупь. Раскатанный круг кладем на раскаленную сковороду. Сковороду ничем смазывать не нужно. Жарим лепешку на среднем огне примерно 1 минуту. Когда лепешка поджарилась с одной стороны, переворачиваем ее на другую сторону. С одной стороны лепешки кладем начинку. Выкладываем подготовленное мясо, тертый сыр и зеленый лук. Накрываем начинку, складывая лепешку пополам. Жарим ее еще полминуты и переворачиваем ее на другую сторону. Через полминуты снимаем со сковороды готовую лепешку с начинкой. Сверху еще горячую лепешку по желанию можно смазать сливочным маслом. Таким методом готовим все лепешки. Лепешки на томатном тесте получились яркими, красивыми и очень вкусными. Готовится быстро и несложно. Начинку можно использовать по своему вкусу. Также такие лепешки можно начинить постной начинкой. Если вам понравился рецепт таких лепешек, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.